Шашлыки с индейкой «Индилайт». Нежный румяный шашлык, сочные колбаски, яркие аппетитные стейки. Польза со вкусом для всей компании. «Индилайт» – горячий гриль-сезон. 4 октября 1957 года в посольстве Советского Союза в Вашингтоне дают прием в честь Международного геофизического года. Это то время, когда ученые со всего мира проводят согласованные исследования. Ничего грандиозного обед, в общем-то, не предвещает. Это такой классический повод выпить после серии научных конференций, где, в частности, обсуждались планы, вообще невероятные вещи, запуска искусственного спутника Земли. И вот гостей приглашают в бальный зал на 2-м этаже посольства. Кстати, это так называемый «золотой зал». Его стены покрыты тонким слоем позолоты. Во время реставрации американцы установили там прослушку, и пришлось выписывать специалистов из Советского Союза, чтобы этих жучков оттуда выковырять. И вот в 6 часов вечера во время приема американский физик Ллойд Беркнер просит внимания и объявляет: «Мне только что сообщили из Нью-Йорк Таймс, что российский спутник находится на орбите на высоте 900 километров. Хочу поздравить наших советских коллег с их достижением». Несколько минут назад весь мир это сообщение получил. Это сообщение ТАСС. Ракета-носитель со спутником 1 запущена с полигона Тюратам. Это современный космодром Байконур. Запущена в 22 часа 28 минут 34 секунды по московскому времени или в 15:28 по Вашингтону. Советские ученые прокомментируют это официально лишь на следующий день. Гости высыпают на крышу посольства, чтобы, значит, спутник в небе разглядеть. Его, конечно, не видно, он меньше метра в диаметре. Но теперь история делится на до и после спутника. Начинается космическая эра. Гонка вооружений в холодной войне выходит на новый уровень и превращается в космическую гонку. Друзья, мы продолжаем нашу серию, которая называется «Холодная война». Друзья, прежде чем мы начнем, я хочу еще раз напомнить, что алгоритмы YouTube изменились. Ролики часто пессимизируются YouTube, поэтому чем больше вы комментариев напишите, плохих или хороших, в зависимости от того, понравился вам материал или нет, а сколько лайков вы поставите, все это будет способствовать тому, что этот урок истории увидит больше зрителей. Это первое. И второе, хочу всех пригласить еще раз на фестиваль журнала «Чтиво». Это журнал, который мы запустили в прошлом году и успешно продолжаем делать. Первый фестиваль нашего журнала 30 августа на хлебозаводе. По ссылке в описании можно почитать про фестиваль и приобрести билеты. Ну, а мы про холодную войну. Примерно за неделю до запуска первого спутника советские ученые объясняют американцам, что в переводе название «спутник» означает «попутчик». Даже заявляют частоту, на которой спутник будет передавать сигналы. ЦРУ, конечно, за процессом создания советского спутника следит. Американские разведчики еще 2 года назад представили Совету Безопасности США отчет, в котором говорилось: мы полагаем, что в Советском Союзе способны вывести в начале 1957 года спутник, который мог бы собирать научную информацию и данные, имеющие ограниченную военную ценность. В 1957-м американские самолеты-разведчики уже начинают залетать на территорию Советского Союза и пролетать над полигоном Тюратам, но запуска нет. Никто, в общем, из американцев по-прежнему не верит, что Советы их обгонят. Не верит в это. Но, тем не менее, у американцев тоже есть свой проект, он называется «Авангард», и, тем не менее, проект у них не запускается. Разработка значительно превысила первоначальный бюджет, а ракеты не летят. При этом в Советском Союзе уже прошли успешные испытания первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Что это значит? Это значит, что впервые США, находящиеся за морями, за океанами, оказывается уязвимым для ударов противника. Это тебе не какие-нибудь там японские шары, которые в 1944 году летали через океан, и их ветром куда-то непонятно относило. Это баллистические ракеты. И вот Советы с помощью этой самой ракеты Р-7 выводят на орбиту спутник.
Это ошеломляет американцев настолько, что события сравнивают с нападением на Пёрл-Харбор. В медиа начинается истерика. В обществе тоже нервная реакция. С одной стороны, в барах подают коктейль «Спутник». Что это за коктейль? Треть водки, 2/3 виноградного сока. Рождаются анекдоты. Нобелевский комитет предлагает Президиуму Академии наук Советского Союза выдвинуть создателя «Спутника» на Нобелевскую премию. Но имя Королева засекречено. Никто не знает, кто такой Королев и что он стоит за созданием советской космической программы. Хрущев благодарит Нобелевский комитет и отвечает, что выделить кого-то одного, старички, невозможно. Победа — это многих конструкторов и в целом всего советского народа. Ну, ЦРУ все равно Королева вычисляет. Королев печатается в газете «Правда» под псевдонимом профессор Сергеев. Значит, коктейли коктейлями. Это все, конечно, весело. Но, с другой стороны, в Америке строят бомбоубежище. Какой-то проповедник предсказывает конец света. Акции на бирже падают. Один из адмиралов американских публично заявляет, что советский спутник – это кусок железа, запустить который может практически любой. Но после этого правительство США вообще запрещает военным комментировать ситуацию вокруг спутника. Ради сенсации западные медиа, телевидение, газеты, радио преувеличивают опасность советских достижений. Значит, истерика такая раздувается. Советский Союз теперь может не просто шпионить за Америкой, но и нанести удар с помощью баллистических ракет, которые несут огромное количество ядерных боеголовок. Президент Эйзенхауэр выступает перед нацией и заверяет Америку, что в космической гонке Штаты участвуют и участвуют успешно, и спутник у него вообще опасений не вызывает. И тут же Эйзенхауэр увеличивает финансирование космических проектов и образования. Когда рухнул железный занавес, одним из символов эпохи перемен стали автомобили из Восточной Европы. Тогда по телевидению шли впечатляющие репортажи о вереницах машин на границе Венгрии и Австрии. И когда первые машины свободно проехали через КПП, возник настоящий культ восточно-германского автомобиля «Трабант». В его честь создавались фан-клубы. Образы Трабби рисовали на остатках Берлинской стены. Группа U2 даже поместила фотографию легендарного автомобиля на обложку своего альбома «Achtung Baby». Сегодня разнообразие брендов и марок, конечно, гораздо больше. И чтобы выбрать автомобиль, подходящий именно вам, было проще, рекомендую воспользоваться сервисом Авто.ру. Здесь более 500 000 объявлений автомобилей с пробегом как от частных продавцов, так и от дилеров. Удобная система фильтров помогает ускорить поиск. В ней можно настроить не только определенную марку и ценовой диапазон, но и уточнить детали. Наличие камеры заднего вида, панорамной крыши или системы бесключевого доступа. А еще можно сразу исключить авто, побывавшие в аварии, с помощью фильтра без ДТП. Добавив нужное объявление в избранное, вы не потеряете его и сможете отслеживать изменения цены. Ну а если вы хотите узнавать первыми об актуальных предложениях по интересующим моделям, просто подписывайтесь на уведомления по новым объявлениям. Перед личным осмотром автомобиля важно проверить его историю. На Авто.ру получить подробный отчет об истории машины можно бесплатно за звонок. Кстати, такие отчеты доступны в неограниченном количестве. Внутри данные о ДТП, истории пробега, юридических ограничениях и других важных параметрах. Хорошие машины с пробегом продаются на Авто.ру. Переходите по ссылке в описании и выбирайте свой автомобиль с пробегом уже сегодня. Напомню, что во время вот этого действа, охоты на ведьм, охоты на коммунистов, во время всей этой кампании маккартизма, многие учителя, ученые пострадали. Их просто увольняли, потому что на них либо писали записки стукачи-завистники, либо их просто ФБР подозревало в симпатиях к коммунизму. И американское научное сообщество вообще было довольно прилично зачищено в тот момент. Когда американские военные сообщают о запуске советского спутника конструктору Вернеру фон Брауну, да-да, это тот самый, который Фау-2 разработал, которыми бомбили Лондон. Его перевезли в Америку, он ни на каком Нюрнбергском процессе не пострадал, ничего ему не сделали. Так вот,
Вернер фон Браун говорит: ну, я же знал, что Советы это сделают, а авангард наш не справится. Но у нас есть оборудование на полке, просто дайте мне зеленый свет, и мы запустим спутник через 60 дней. Проходит месяц, Королев запускает спутник-2 с собакой-лайкой на борту. Хрущев Королева торопит. Дата запуска приурочена к 40-му юбилею Октябрьской революции. Собака от перегрева погибает, но спутник-то успешно доставлен на орбиту. Нью-Йорк Таймс называет лайку самой очаровательной, самой одинокой и самой несчастной собакой в мире. А в советских школах детям на уроках объясняют, что дворняжка погибла не просто так, а ради науки. В мире поднимается некая волна в защиту животных, но, знаете, норковые шубы никто носить не перестал в тот момент. А американцы запускают таки ракету-носитель «Авангард». Она отрывается на 1,5 метра от Земли. В это время ее создатель на связи с инженерами. И тут он слышит в трубке крик «Пригнись!» и звук взрыва. Ракета взрывается. Даже американские газеты, в частности «Нью-Йорк Таймс», пишут о взрыве «Авангарда» как об ударе по международному престижу США. Сенатор Линдон Джонсон, будущий президент США, называет ситуацию унизительной. Эйзенхауэр на это отвечает: мы же не покончили с собой из-за того, что не изобрели пенициллин. Дальше правительство обещает ученым всю необходимую поддержку, и в январе 1958-го американская ракета Юпитер-С наконец-то выводит на околоземную орбиту спутник Эксплорер-1. В июле Штаты создают Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства – НАСА. НАСА постепенно налаживает работу с ЦРУ. Американцы опасаются, что Советский Союз разместит более 100 межконтинентальных ракет с ядерными боезарядами. Предполагают, что год через 2 Советский Союз отправит аппарат на Луну, а лет через 5 вообще там космонавт высадится. И на этом фоне Америка, как позже заявит один из инженеров, планирует взорвать на Луне атомную бомбу, чтобы доказать собственное превосходство. От идеи потом откажутся и станут готовиться к высадке на лунную поверхность. Для слежки за Советским Союзом и за Китаем Штаты запускают спутники-фоторазведчики. Сделать фотографии удается не сразу, пленки возвращаются на Землю в специальной капсуле, но однажды в Тихом океане американцы засекают советскую подлодку. Дело в том, что капсулы-то возвращаются на Землю, но потом что-то в море их найти невозможно. И оказывается, что советские военные уже давно рассчитали траекторию спутников, и когда спутник пролетает над космодромом, объявляется тревога. Операция носит кодовое название «Скорпион-3». Соответственно, «Скорпион-1» — это иностранец в поезде Москва-Ташкент, «Скорпион-2» — это полет самолета-разведчика, а «Скорпион-4» — это когда приближается Королев. Это шутка, конечно. Тем не менее, Советский Союз тоже создает спутники слежения. Они называются «Зенит». В отличие от американских, они возвращаются на Землю, и их запускают по нескольку раз. Дальше в космос отправляется советская межпланетная станция «Луна-1». Правда, из-за ошибок в расчетах, вместо того, чтобы прилуниться, она становится первым в мире искусственным спутником Солнца и вообще, по-моему, до сих пор вокруг него вращается. А вот «Луна-2» совершает жесткую посадку, ну, то есть просто врезается в Луну. Космическая гонка — одна из составляющих гонки вооружений. Вообще любые научные открытия в тот момент, они, конечно, в первую очередь на них смотрят через лупу. А можно это применить как вооружение или нельзя? Обе страны, оба блока стремятся к военному превосходству. К тому же Штаты в тот момент следуют доктрине массированного возмездия, которая должна, доктрина эта, заставить Советский Союз балансировать на грани войны. Нью-Йорк Таймс рассуждает на эту тему так. Постоянная тенденция недооценивать возможности Советского Союза, по-видимому, имеет глубокие психологические и эмоциональные корни. Газета объясняет, почему. Запад считает большинство русских невежественными и неграмотными крестьянами, все еще выходящими из первобытных условий. Штаты убеждены, что они, как самая богатая страна в мире, должны быть первыми и лучшими. Они полагают, что коммунизм противоречит природе человека и что наука в тоталитарном обществе не развивается. Это при том, что Советский Союз к тому времени уже заложил первый в мире атомный ледокол, который называется «Ленин», и
обгоняет Америку в космосе. Хрущев со своей стороны объявляет курс на мирное сосуществование. В Москве, невидное дело, проходит международный фестиваль молодежи и студентов, во время которого столицу посетили гости из 131 страны. На дворе, как вы понимаете, оттепель. У нас был выпуск об оттепели, посмотрите его, если вы еще не видели. Вместе с тем, оттепель оттепелью, а от концепции обычных сухопутных войн и США, и Советский Союз переходят к открытому ракетно-ядерному противостоянию. Одна за другой страны по всему миру одобряют доктрину Эйзенхауэра 1957 года, по которой они могут запрашивать экономическую или военную помощь у штатов с формулировкой «против военной агрессии любой нации, контролируемой международным коммунизмом». Ну, понятно, да, что дураков в Кремле нету. Все понимают, что доктрина направлена против Советского Союза. Но президент США отдельно оговаривает: ничего не угрожает безопасности Советского Союза, поскольку никто не лелеет планов использовать Средний Восток в качестве плацдарма для агрессии против Советского Союза. У США таких идей никогда не возникало. Ну, понятно, что это дипломатический ход, потому что в Москве уже известно о секретных военных планах американцев и об их внимании к Ближнему Востоку. Вот эта вся концепция, что Япония наш плавучий авианосец и так далее. А что с доктриной Эйзенхауэра? Ее одобряют Турция, с которой были недавно у Советского Союза территориальные споры, Ирак, Великобритания, Израиль, Иран, Афганистан, Ливан, Эфиопия и Ливия. Последние три страны, впрочем, настаивают только на экономической помощи, военное вмешательство им не нужно. Очевидно, что Эйзенхауэр хочет предотвратить распространение, с одной стороны, коммунизма, а с другой стороны, панарабского национализма, потому что уже просыпается арабский мир, уже колонии становятся свободными государствами, и, естественно, у них появляется собственная национальная идеология. В регионе усиливается влияние Египта. Что делает Египет? Он создает в Сирии Объединенную Арабскую Республику. Британия после войны из региона ушла, денег-то нету. Война была тяжелейшая, Вторая мировая. Покинули и Грецию, покинули свои подмандатные территории, которые были на Ближнем Востоке. И вот место Британии на Ближнем Востоке пытается занять Америка. Потому что Франция тоже во время Суэцкого кризиса, она фактически терпит на Ближнем Востоке поражение. И вот эта ситуация получает название Арабской холодной войны. Америка планирует создать ближневосточную антанту по аналогии с Европейским Союзом XIX века. Кто туда должен войти? Турки, персы, арабы и пуштуны. Но начинается арабо-израильская война, и Америка отношения с арабским миром портит. Создается Ближневосточный блок, Организация Центрального договора, СЕНТО. Ее страны-участники подписывают так называемый Багдадский пакт. В СЕНТО входят Турция, Иран, Ирак, Пакистан. У Пакистана, как мы знаем, постоянные конфликты с Индией, которую их поделили на Индию и Пакистан уходящие британцы. Пакистан входит не только в СЕНТО, но и в СИАТО. Что такое СИАТО? Это Организация договора Юго-Восточной Азии. Как и СЕНТО, это такой аналог НАТО. Понятно, что Америка использует СЕНТО для усиления в регионе. Но Ближний Восток открыт для Советского Союза через курдов. То есть, смотрите, как интересно. Все вот эти узелки нынешних конфликтов, они тогда еще завязаны. Ну, конечно, мы можем там вдали, вглубь истории посмотреть и с арабского халифата начать. И мы когда-то начнем говорить о арабском халифате и сделаем интересный выпуск. Но вот недавно, да, 20 век, все эти узелки противоречий, будущих конфликтов и войн завязываются сразу после Второй мировой войны. Что с курдами? Говорят, что лидер курдов Барзани буквально стучался в ворота Кремля, чтобы лично поговорить с Хрущевым о судьбе этноса. И в Кремле приняли его хорошо. Но у курдов своего государства не было, до сих пор его и нет, кстати. Районы проживания курдов, такие, например, как Северный Ирак, это такой своеобразный коридор для проникновения советского влияния в страны Персидского залива. В Сирию Советский Союз поставляет военную технику. Идет масштабное строительство военных промышленных объектов. Идет строительство гражданских объектов. Понятно, что Америке это не нравится.
И это не нравится Турции, которая тоже видит себя вообще-то гегемоном в этом регионе. Тем более еще недавно с Советским Союзом были отношения ужасные. Советский Союз предъявлял Турции территориальные претензии. Правда, к моменту описываемых событий отказался уже от них. Турецкие газеты называют Дамаск марионеткой Союза. Вот типичные карикатуры того времени с заголовками: «Сирия упала в русские объятия», «Сирия стала складом советских вооружений». В Турцию, в Анкару, приезжает заместитель госсекретаря США Лой Хендерсон. Он разговаривает с премьер-министром Турции Мендересом. И их разговор, фрагмент этого разговора, опубликует агентство Рейтер. Хендерсон обещает Турции, практически стопроцентный успех, если она начнет наступление. Мендереса интересует, а что предпримет Америка, если вмешается Египет? Хендерсон отвечает, мы уверены в том, что как только наш 6-й флот направится в сторону Восточного Средиземноморья, Египет проявит нерешительность. Зам госсекретаря заверяет, что Америка готова поддержать внутреннее вооруженное выступление в Сирии и что США приняли все необходимые меры для устранения вмешательства Египта и Советского Союза. Проще говоря, американцы готовят в Дамаске военный переворот. Лидеры оппозиции в это время находятся в Турции. Анкара размещает свой контингент вдоль сирийской границы, около 50 тысяч военных. Штаты планируют подтянуть для участия во вторжении в Сирию страны Сента – Ирак, Иорданию и Ливан. Те, в общем, согласны, что мы можем на границах провокации участвовать, но вот напрямую воевать мы, конечно, не будем. Турция, напомню, член НАТО, и она ратифицировала доктрину Эйзенхауэра о военной помощи. И вот к ее берегам подтягиваются американские корабли. Чтобы перебросить войска от Босфора до советской границы, требуется чуть меньше суток. В ответ Советский Союз и советские корабли, крейсер «Жданов», эсминец «Свободный» прибывают демонстративно в порт Латакия. Эйзенхауэр заявляет, что Советский Союз пытается захватить Сирию, а Хрущев дает интервью «Нью-Йорк Таймс» и на весь мир объявляет, что Америка готовит госпереворот в Сирии и подстрекает турок к вторжению. Хрущев говорит, что если Турция нападет на сирийцев, Советский Союз нанесет ракетный удар. Цитата: «США находятся далеко от этого района, а мы по соседству. Если там начнут стрелять пушки, то остановиться будет уже трудно. От автоматов и пушек дело может дойти до ракет, что приведет к тяжелым последствиям». За Кавказским военным округом поставлен командовать один из наших легендарных маршалов Рокоссовский. Там увеличивают концентрацию войск. Понятно, что Хрущева будут очень часто уличать в этом блефе, в балансировании на грани войны. И сейчас, и во время Карибского кризиса. Но пока эта тактика срабатывает. Хрущев посещает турецкое посольство в Москве. И войны между Турцией и Сирией, и между Турцией и Советским Союзом удается избежать. В последний момент со своей стороны Штаты дают Турции сигнал отвести военных от сирийской границы. Потом историки оценят это как такой мощный удар по доктрине Эйзенхауэра. Хрущев, надо сказать, удивительно для советского лидера себя ведет. Он побывает за рубежом раз 50, почти в 30 странах. Для сравнения, Сталин выезжал из Советского Союза 2 раза: на Тегеранскую конференцию и на Потсдамскую конференцию. Из соображений безопасности путешествовал поездом. Хрущев летает на самолете. Во времена Хрущева советская сторона подписывает около 20 соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Советский Союз предоставляет странам третьего мира субсидии, льготные кредиты, которые потом, конечно, никто никогда не отдаст. И в 90-х будут эти списания долгов бесконечные. Советский Союз направляет военную технику, научных специалистов, приглашает иностранных студентов к нам учиться в наших вузах. В общем, это такая классическая и мягкая сила, да, когда ты чужих студентов обучаешь в своих вузах. Основной массив помощи, который Советский Союз оказывает, идет в Египет, в Индию и в Индонезию. Правда, в Индонезию до прихода прозападного президента. Около трети всех военных поставок Советского Союза на Ближнем Востоке поедет в Ирак, Сирию и Афганистан, который не присоединился к Сента. В последний момент Афганистан слился с этой темы.
Если в истории прошлых лет, в 19 веке, начале 20 века, все противоречия в Европе начинались с Балкан, то в нашей новейшей истории все противоречия между двумя блоками, между Советским Союзом и США, все будет практически все, многое будет завязано на Ближний Восток. Значит, в июле 1958 года в Ираке происходит военный переворот. Там была монархия, ее свергли, казнили некоторых членов королевской семьи. И к власти пришел генерал Абдель-Керим Касем. Касем заручается поддержкой курдов, которые, напомню, не имеют своего государства и рассредоточены по территории Ближнего Востока и Кавказа. Касем выходит из Сента и начинает что делать? Что дальше будет делать любая страна, которая ругается с Америкой? Будет падать в объятия Советского Союза. И наоборот, все, кто будет ругаться с Советским Союзом, будут падать в объятия Америки. С Советским Союзом он начинает дружить, но вместе с тем пытается усидеть на двух стульях, то есть не примыкает ни к западному, ни к восточному блоку. Ну, нас в Москве это вполне устраивает. Скоро утвердится доктрина в Ираке, согласно которой глава Ирака готов будет оказывать поддержку всем народам, которые борются с колониальным и империалистическим угнетением. Соседи Ирака, Иордания, где монархия, воспринимают переворот Касема как угрозу и призывают на помощь НАТО. В Иорданию заходят британские военные. В то же время президент Ливана Камиль Шамун обращается к Штатам с просьбой о военной помощи. В Ливане, мы в некоторых выпусках об этом говорили, в частности, в выпуске, в котором я рассказывал о похищении наших дипломатов в Бейруте. Там все очень сложно, там несколько религий, несколько кланов. Один клан выдвигает кандидата на пост президента, другой выдвигает на пост главы парламента и так далее. Шамун, президент прозападный, христианин, и ему необходимо победить мусульманскую оппозицию, которая требует нейтралитета страны и требует дружить с арабскими государствами. И там начинается буквально гражданская война. У Ливана до кучи не очень хорошие отношения с Египтом. Шамун обвиняет президента Египта Насара и Объединенную Арабскую Республику в поставках оружия повстанцам. Штаты быстро проводят военную операцию, но после этого убеждают Шамуна подать в отставку. Его место занимает кандидат, который устраивает обе стороны, и христиан, и мусульман. Таким образом, Ливан оказывается под американским влиянием. В Ираке тем временем вроде переворот, военную власть, но обстановка накаляется. Оппозиционная партия поднимает мятеж и хочет присоединиться к Объединенной Арабской Республике, то есть к Египту и к Сирии. Понятно, что Египет и Сирия всячески повстанцев поддерживают. Президент Египта Насер в то же время демонстрирует независимость, отдаляется от Советского Союза, даже разрешает публикации статей о вводе советских войск в Будапешт и начинает бороться с коммунистами. В Москве, понятно, это не нравится. Насер отодвигает сирийцев от управления страной и заставляет их признать в этом альянсе главенство египтян. Ну, сирийцев это не устраивает, в конце концов, они эту Объединенную Арабскую Республику покидают. Микоян по этому поводу отмечает в разговоре с иракским лидером: Насер хотел объединить арабские страны. Он завлек Сирию, но поступил с ней очень плохо, так что охотников присоединяться к нему больше нет. Но тут в Ираке тоже происходит, в общем, старая добрая традиция. Касем проявляет себя как диктатор. Он укрепляет личную власть, ссорится с Ираном, с Кувейтом, сближается с арабскими праворадикалами. Внутри страны вчерашних своих союзников курдов начинает преследовать. Он их обвинит в связях с Москвой. Бомбит Курдистан и вообще вводит туда войска. Касем настраивает против себя и Советский Союз, и Штаты, и даже собственных военных. В конце концов, против него зреет заговор. Подозревают, что к заговору имеют отношение спецслужбы американские, в частности, ЦРУ. И вот в феврале 1963 года партия арабского социалистического возрождения БААС организует госпереворот. Президентом избран военный. Зовут его Абдул-Салаф Ареф. Касема казнят, прям казнят в прямом эфире. Труп его будут показывать по телевизору еще неделю на всю страну. Баасисты начнут массовые казни коммунистов. В ноябре Ареф отстранит своих коллег-баасистов от власти и сделает очередной государственный переворот.
В соседнем Египте во время приема по случаю открытия Асуанской плотины Насер представил Никите Хрущеву иракского президента так: Ареф – патриот, он стремится к сближению с Советским Союзом и просит развивать наши отношения с чистого листа, перевернув горестную страницу. По слухам, Хрущев сказал: да я с ним на одном поле срать не сяду. Советский Союз, конечно, напрягает и переворот в Ираке, и военное присутствие НАТО в ближневосточных странах. Зато теплеют отношения с Египтом. Обе страны признают друг друга стратегическими партнерами. Против США, разумеется. В интервью газете «Нью-Йорк Таймс», вообще Хрущев в «Нью-Йорк Таймс», вот пока мы готовили этот выпуск, я это просто много раз читал, Хрущев в «Нью-Йорк Таймс» просто приходил как в газету «Известия», судя по всему. Точнее, конечно, приходили корреспонденты «Нью-Йорк Таймс». Так вот, в одном из интервью, в очередном уже, Хрущев скажет: если говорить о международной напряженности, то дело, очевидно, сводится к отношениям между двумя странами, между Советским Союзом и Америкой. Мы считаем, что если Советский Союз сможет договориться с Америкой, то тогда нетрудно будет договориться и с Англией, и с Францией, и с другими странами. В 1958 году Штаты и Британия подписывают соглашение о взаимной обороне. Что подразумевает это соглашение? Сотрудничество, в первую очередь, в области ядерного оружия. А Советский Союз, в свою очередь, вообще предлагает прекратить ядерные испытания. И Эйзенхауэр с ответом не торопится. Начинает консультации со специалистами. И вот то, что витало в воздухе, начинает воплощаться. Американцы предлагают встречу двух лидеров. В 1959 году в Сокольниках, невиданное дело, открывается американская национальная выставка. Мы о ней тоже рассказывали в нескольких выпусках. На ее открытие приезжает американский вице-президент, будущий президент Соединенных Штатов Америки, Ричард Никсон. Разговоры Никсона и Хрущева получат название кухонных дебатов. Потому что сделали американцы? Они продемонстрировали достижения своей промышленности. Главным образом, бытовуху. Холодильники, пылесосы, кондиционеры, которые они, значит, начали развивать, телевизоры и так далее. Хрущев заявляет: мы с американцами хотим жить только в мире и дружбе. Это ваши генералы американские кричат о ракетах, а не о кухонной утвари. Это они грозят нам ракетами. Это они хорохорятся, что могут стереть нас с лица земли. Но этого мы, конечно, никому сделать не позволим. А тем, кто попытается, мы покажем, как говорят нас в России, Кузькину мать. Мы сильны, мы можем вас побить. Никсон, похлопывая Хрущева по плечу, говорит: вам не стоит бояться идей. Дальше Хрущева приглашают в Америку. Хрущев соглашается, говорит: было бы здорово по стране проехать. На торжественном обеде экономического клуба, уже будучи в Нью-Йорке, Хрущев говорит: в конце концов, посмотрите, мы же не так страшны, как нас малюют. Мы не едим детей. Мы едим то же самое, что и вы, американцы. Немножечко мяса, немножко картошки. Мы хотим быть хорошими партнерами в торговле с вами, как и со всеми странами. Ну и дальше, смотрите, удивительное дело, да? Невиданное дело. Советский лидер встречается с Элизабет Тейлор, с Фрэнком Синатрой, с Мерлин Монро. Он вообще предлагает: давайте полностью разоружимся. А позже в разговоре с одним из сенаторов шутит, что когда Советский Союз будет атаковать США, город сенатора уцелеет. Типа, мы с тобой так хорошо здесь посидели, поговорили, что тебя бомбить точно не будем. Встреча проходит тепло, но цели не достигнуты. Вопрос разоружений планируется обсуждать и дальше. А потом апрель 60-го. Американский самолет У-2 залетает на территорию Советского Союза с территории Пакистана. Он ведет фотосъемку засекреченных военных объектов с высоты 19 тысяч метров. Самолеты залетали на территорию Советского Союза и раньше. Поэтому Хрущев говорит: слушайте, терпеть мы больше не будем, в случае повторения инцидента сбивать. 1 мая главе Советского Союза докладывают: Никита Сергеевич, у нас опять самолет-разведчик. Выпускают несколько ракет, в небо поднимают истребители. Одна из ракет достигает цели и попадает в самолет. Пилота зажимает приборной панели, он вообще еле успевает выбраться из кабины и спуститься на парашюте. Его задерживают местные жители. Пилота зовут Фрэнсис Пауэрс. Хрущев
уверен, что накануне саммита в Париже, на носу буквально встречи президентов в Париже, Эйзенхауэр не мог отдать приказ о провокации, и что это дело рук главы ЦРУ Аллена Даллеса. Мы не знаем, так это или нет, но по факту 14 мая главы Большой Четверки должны встретиться в Париже. Хрущев, Эйзенхауэр, де Голль и премьер Британии Макмиллан. Все они прилетают в столицу Франции на международный саммит, чтобы решить вопрос с разоружением и вообще поговорить о послевоенном урегулировании. За минуту до начала переговоров Хрущев требует от Эйзенхауэра извинений, требует наказания участников операции и требует обещания никогда больше не нарушать советское воздушное пространство. По словам очевидцев, он кричит на Эйзенхауэра. Американский президент отказывается. Хрущев произносит: «Ну хорошо, укайте, укайте, а мы вас так фукнем. Люблю, господа, спорить с врагами рабочего класса». Американская сторона обвиняет советскую в срыве переговоров. Через месяц Эйзенхауэр должен ехать в Советский Союз с официальным визитом. К его приезду уже, вы знаете, тоже факт удивительный, строят аж поле для гольфа. Планируют Эйзенхауэра в Сибирь свозить, в хорошем смысле слова. Но из-за этого скандала Хрущев приглашение отзывает. Самому Хрущеву предстоит еще один визит в Штаты, в Нью-Йорк, на этот раз на заседание Генассамблеи ООН. Советский лидер прибывает в Нью-Йорк на турбоэлектроходе «Балтика». Передвижение его ограничивают Манхэттеном, якобы из соображений безопасности, но на самом деле, конечно, показывает, что уже такого радушия нет, Никита Сергеевич, как в прошлый раз мы вам оказывали. Но все же Хрущев посещает в Гарлеме кубинскую делегацию во главе с Фиделем Кастро. Дальше доклад Хрущева. Хрущев предлагает принять Китай в состав ООН, принять декларацию о предоставлении независимости всем колониальным странам и народам. Когда Хрущева с трибуны обвиняют в том, что он, как колонизатор, ведет себя в отношении стран Восточной Европы, Хрущев, классика вечная начинается дальше, Хрущев снимает ботинок и ставит его на трибуну. Ну и дальше анекдот о том, что он, значит, стучит этим ботинком и говорит, что мы вам Кузькину мать покажем. Нет, Кузькину мать Хрущев обещал показать еще в Москве. До сих пор многие спорят по поводу того, вообще стучал башмаком он по трибуне в знак протеста или просто поставил, потому что ему на ногу наступили и туфель у него слетел. Непонятно. Тем не менее, свое несогласие с репликами в отношении Советского Союза советская делегация выражает редко, но метко. Стучит кулаками по столу. Рядом с Хрущевым сидит легендарный министр иностранных дел Советского Союза Андрей Громыко, которого Америка за постоянное ветирование в ООН прозовет мистер No, мистер Нет. Когда с осуждением Хрущева выступает филиппинский министр, Хрущев называет его слюнтяем, ничтожеством. Да ты кто вообще, шут гороховый, лакей американского империализма, и требует не обсуждать вопросы, не относящиеся к делу. В целом, надо сказать, клоунада клоунадой, ботинки ботинками, но Хрущев-то добивается принятия декларации. В 60-м году независимость получат 17 стран африканского континента. И этот год будет назван Годом Африки. Тем временем президентский срок Дуайта Эйзенхауэра заканчивается. В январе 1961 года американский президент прощается с нацией. Обращается с прощальной речью, именно он вводит понятие «военно-промышленный комплекс» и предостерегает против его чрезмерного влияния на политику. Цитата: «В правительственных кругах мы должны сопротивляться приобретению, намеренному или ненамеренному, военно-промышленным комплексом необоснованного влияния. Вероятность разрушительного усиления такого влияния существует и будет существовать в будущем. Мы не должны допускать, чтобы этот альянс угрожал нашим свободам и нашим демократическим процедурам». Дальше выборы. Легендарный президент у Америки появляется, новый президент Джон Фицджеральд Кеннеди. Космическая гонка продолжается. Американцы и русские соревнуются в том, кто первый отправит человека в космос. Американцы отправляют в космос дрозофил, шимпанзе, макак. Мы отправляем тараканов, кроликов, мышей, черепах. В Советском Союзе стартует лунная программа.
Советский Союз успешно отправляет в космос животных, знаменитых белку и стрелку, собак. Советские дворняги Дезик и Цыган еще в 1951-м слетали в верхние слои атмосферы, но тогда проект был засекречен. Сейчас же о полете белки и стрелки узнал весь мир. Позже Кеннеди предложит объединить усилия двух стран по высадке на Луну, потому что это становится уже очень-очень дорого, но Хрущев откажется. С другой стороны, Хрущев подпишет соглашение о сотрудничестве в области мирного изучения космоса между Советской академией наук и НАСА. Советский Союз запускает космический аппарат «Венера-1», который, как следует из названия, летит к Венере. В космос летит собака-звездочка. Потом в космос летит испытательный скафандр, который называется Иван Иванович. А 11 апреля директор ЦРУ Ален Даллес сообщает Кеннеди: у нас есть данные, из которых следует, что ночью русские собираются отправить человека в космос. Кеннеди говорит: ну дайте вы меня из-за этого будить не будете. Сначала запуск советской ракеты Р-7 засекает американский радар в Турции. Через 13 минут станция на Алеутских островах засекает русскую речь в космосе. Юрий Гагарин потом пошутит, что не понимает, он первый человек или последняя собака в космосе. 5 мая того же года американский астронавт Алан Шепард совершает суборбитальный полет, то есть на орбиту он не выходил, но его корабль летел по баллистической траектории. Кстати, именно ракета Redstone позволила это сделать. Кто же сделал ракету Redstone? Действительно, вы угадали, без подсказок. Фон Браун, тот самый человек, который Фау-2 изобрел. Гагарин — настоящий мировой герой. Он отправляется в мировое турне «Миссия мира» в 29 стран. Некоторые он посетит дважды. А вот в Штаты его не пригласят. В период напряженности полет Гагарина, просто на небывалую высоту поднял престиж Советского Союза. Говорят даже о дипломатии советского космонавта. От него пошла традиция дипломатии селебритис, как бы сейчас сказали, а тогда просто говорили по-русски, дипломатии знаменитостей, которые приезжают, чтобы разрядить обстановочку. Например, к визиту Гагарина приурочено восстановление дипотношений Советского Союза и Бразилии. Гагарин посещает недавно получивший независимость Кипр, бывший некогда закрытой английской базой. Гагарин сажает деревья во Франции и на Цейлоне. Гагарин встречается в Британии с английской королевой, слушает детский хор Чехословакии, ездит в кабриолете по улицам ГДР. ГДР и ФРГ все еще большая точка напряженности, жирная точка напряженности. Западная Германия ратифицировала соглашение о размещении на ее территории американских ядерных зарядов. К тому же Западная Германия приняла доктрину Хальштейна, по которой она разорвет дипотношения с любой страной, признавшей ГДР. Немцы при этом могут жить, получать бесплатное образование и медицинское обслуживание в Восточной Германии, а устраиваться на работу могут в Западной Германии. Таким образом, с 1949 по 1961 годы на Запад с восточной части бегут 2,5 миллиона человек. Это вообще так, на секундочку, 1/6 часть населения ГДР. Это большая, огромная утечка мозгов и денег, конечно, если они получили бесплатное образование в ГДР, а потом поехали работать в ФРГ. Советский Союз направляет Америке, Великобритании и Франции ноту с требованием заключить мирный договор и вывести войска из Западного Берлина. Таким образом, Берлин должен стать свободным, демилитаризованным городом. А по факту Советский Союз хочет, чтобы Берлин передали ГДР. И таким образом признали ГДР. Америка не планирует отказываться от военного присутствия в Берлине. Эйзенхауэр отмечает, Соединенные Штаты должны стоять твердо, даже в том случае, если ситуация приблизится к опасной черте. Западные страны отклоняют так называемый ультиматум Хрущева. В июне 1961-го в Вене проходят переговоры Хрущева с Кеннеди. Советский лидер намерен поставить берлинский вопрос ребром. Он заявляет: господин президент, я гарантирую вам, что Советский Союз не станет навязывать свои интересы с помощью войны. Вообще смешно навязывать идеи, приносить идеи на кончиках штыков, или, как сейчас можно было бы сказать, на кончиках ракет. Но это не будет означать, что мы, как в школе, будем сидеть за партой, сложа руки. Мы уважаем свои идеи, мы поддерживаем свои идеи и не можем гарантировать вам, что они останутся только в пределах наших границ. Кеннеди предлагает согласиться на тот баланс сил, который существует
в тот момент. Хрущев считает, что это повлияет не только на Германию, но и на вновь появляющиеся государства. После распада Британской империи многие бывшие колонии начинают тянуться к социализму. Но эти колонии бывшие могут оказаться под влиянием западных стран. Оба лидера в тот момент дезинформированы советниками. Хрущеву говорят, что братья Кеннеди – это малыши в коротких штанишках, а Кеннеди настраивают на противостояние с Советским Союзом. Договориться по существу о Берлине не получается. 25 июля президент Кеннеди обращается к американским телезрителям. Щит НАТО уже давно распространяется на Западный Берлин, и мы дали слово, что нападение на этот город будет рассматриваться как нападение на всех нас. Дальше, август 1961 года, секретари Компартии стран Варшавского договора встречаются и решают, я думаю, что решили это все, конечно, в Москве, возвести стену между двумя Германиями. 13 августа КПП закрывают, границу наводняют вооруженные пограничники и солдаты, и в Берлине начинают возводить две параллельных стены. Между ними прокладывают колючую проволоку. О Берлинской стене у нас был отдельный выпуск, посмотрите его, пожалуйста. В качестве небольшой ремарки, свои ощущения от разделения Берлина хорошо помнит дочь протестантского пастора, на четверть полячка. Девочку зовут Ангела Кастнер. Ее бабушка и тетя из Гамбурга иногда навещают родню, привозят подарки, сладости, мыло, кофе, одеколон. Так вот, уже позже, будучи канцлером, фрау Ангела Меркель, теперь она будет носить фамилию Меркель, вспомнит об этих посылках. Они пахли Западом. Тем временем Америка наращивает военный контингент. Идут слухи, что вот-вот начнется ядерная война. Американцы передают эту информацию де Голлю, тот передает ее советскому послу. Всю ночь с 27 на 28 октября советские и американские танки в Берлине стоят друг напротив друга. Первыми технику отводят американцы. Так заканчивается Второй Берлинский кризис, а Западный Берлин становится анклавом. Вокруг территория ГДР, и внутри Берлин поделен на две части. Хрущев в воспоминаниях напишет вот что. Появление такой границы сразу навело порядок, повысилась трудовая дисциплина в ГДР, заводы и сельские коллективы стали работать лучше. Что, мягко говоря, не отражает, конечно, всей полноты картины экономической, и, конечно, не отражает вовсе картины разделенных семей. И какая же холодная война без шпионских скандалов? Они идут нарастающим темпом. В Восточном Берлине арестовали американского студента Прайера, обвинили в шпионаже. Он пытался навестить сестру, не зная о том, что она уже сбежала в Западную Германию. А заодно он пытался передать диссертацию по экономике своему научному руководителю. Прайер полгода сидит в тюрьме. Потом его вместе с пилотом Пауэрсом, которого сбили в небе над Екатеринбургом, обменяют на советского шпиона. Агенты ФБР арестовали разведчика в гостинице «Латам». Все, что о нем известно, это его агентурный псевдоним Марк. Он представляется Рудольфом Абелем. 9 лет Рудольф Абель передавал советской стране сведения о научных разработках американцев. Агента Марка сдает советский шпион, карел по национальности Рейна Хейхенен, который настоящего имени Марка не знал. Так вот, советский перебежчик, что называется, запил. Начал ходить в Америке по публичным домам, забывать, закрывать на ключ явочные квартиры начал. А однажды потерял тайник, полую монету с шифровкой внутри, которая, эта монета, благодаря разносчику газет, попала в полицию. Полицейские передали ее в ФБР. Центр хотел пьющего разведчика отозвать и прислал шифровку. Тетя Дорис хочет съездить на ярмарку. Якобы это означало, что Рейна собираются в Москве повысить и наградить. Но Рейна человек был, видимо, уже опытный и понял, что его в Москве либо арестуют, либо, как минимум, снимут с занимаемой должности. Испугавшись, он прячет документы в банке. Марку говорит, что направляется домой через Париж, и там, в Париже, он связывается с американским послом. Анекдотичная ситуация, полупьяный, без шнурка в ботинке. А Рейна для убедительности показывает в качестве доказательства того, что он вообще понимает, разбирается в вопросе и является обладателем уникальной информации, он показывает полую монету с микропленкой внутри. Он сдает Абеля, глав резидентур в ООН, США, Канаде и Германии, и заодно сдает несколько атомных шпионов.
Ему предоставляют убежище в США. Ну, дальше дело мутное. Его американцы сначала прячут, и он вроде как погибает в автокатастрофе. А может, личность поменяли в очередной раз, и так мы и не знаем, что с ним произошло. Абеля приговорили к 32 годам тюрьмы. Адвокат смягчает приговор, и в итоге Абеля меняют на Пауэрс и американского студента. Этот обмен показан в фильме «Шпионский мост». Обмен в Берлине на Глиникском мосту. «Шпионский мост» всем рекомендую, посмотрите. В последний момент, вот во время этого обмена, сопровождающий Абеля американец скажет: «Вы не опасаетесь, полковник, что вас сошлют в Сибирь? Подумайте, еще не поздно». Абель отвечает с улыбкой: «Моя совесть чиста, мне бояться нечего». Ну и правда, он не просто никого не сдал, он даже не назвал своего настоящего имени. Таким образом сигнализирует центру, что не сотрудничает с американцами. Только позже выяснится, что его зовут Вильям Фишер, Абель — фамилия его друга. В Лондоне британское правительство во главе с премьер-министром Гарольдом Макмилланом вынуждено подать в отставку. Почему же? Британский военный министр и известный плейбой Джон Парфьюма оказывается замешан в секс-скандале. 19-летняя танцовщица Кристин Киллер становится его любовницей. И все бы ничего, тусовка, богема, но она, оказывается, любовница не только его, а еще любовница советского военного атташе и разведчика Евгения Иванова. Иванов ее вербует и, собственно, подкладывает девушку двойной агент, модный светский персонаж Стивен Уорд. Цель Киллер – это узнать сроки размещения ядерных ракет в Германии. Уорд и Иванов от девушки получают ценнейшие сведения. Говорят, даже Кеннеди следит за интимными подробностями этой истории. В конечном итоге все заканчивается скандалом, правительство британское уходит в отставку. Уорд покончит с собой, Иванов уедет в СССР, но от него, конечно, уйдет жена. Потому что, я даже не представляю, как этот диалог звучал. Дорогая, вроде не надо было, вынужден был тебе изменить. Знаешь, атомный секрет-то дороже, но жена не поняла. В том же году арестовывают и приговаривают к 42 годам тюрьмы британца Джорджа Блейка. Позже Блейк убежит из тюрьмы и получит убежище в Москве. А в США появляется человек, который выдает себя за спасшегося Алексея Романова, сына Николая II. Якобы царская семья была не расстреляна в Екатеринбурге, а вывезена в Польшу, откуда, повзрослев, дети бывшего императора разбежались по миру. Мужчина на 18 лет, правда, моложе царевича, которому должно быть что-то около 60. Но это никого не смущает. Он утверждает, что его старение замедлило гемофилии, которой, как мы знаем, цесаревич страдал. Самозванец никаким, конечно, царским сыном не оказывается. Оказывается он польским разведчиком, двойным агентом Михаилом Галиневским. Галиневский бежит из Берлина в США, получает там политическое убежище. Позже его заявления станут еще более эксцентричными. Он причислит к советским агентам нацистскую элиту. Мюллера, Бормана. Вот откуда этот анекдот про Бормана-то возникнет. ЦРУ будет платить ему скромную пенсию в $500, а бывший агент периодически будет подавать в суд на ЦРУ, чтобы ему денег больше платили. Но урон от его деятельности, кроме вот этих анекдотиков про Мюллера и Бормана, огромный. Он сдал целую сеть советских и польских разведчиков. В том числе он сдал Кима Филби, и он сдал очаровательного миллионера, про которого мы сделаем отдельную программу, Гордона Лонсдейла. Миллионер, работал с военными кругами США и Британии, был предпринимателем, наладил производство стартапа, как сейчас бы сказали, автосигнализации с блокировкой. Он заработал целое огромное состояние и получил награду из рук королевы – орден за заслуги перед Соединенным Королевством. Личность Лонсдейла, конечно, была фейковой. Его поймали как шпиона. Истинную личность установить не могли. Приговорили к 25 годам тюрьмы. Через 3 года его обменяют и вернут в Советский Союз. Настоящее имя британского миллионера Конан Молодый. Он окажется советским разведчиком. Дальше он приедет в Москву, окажется соседом актера Вячеслава Тихонова. И расскажет ему, как они будут разговаривать, он скажет: вот я, значит, там был, когда служил, хотел очень жену увидеть, потому что я был без жены, и вот ее привезли и устроили конспиративную встречу. И рассказывает детали этой встречи. Тихонов потом поделится этой историей с режиссером «17 мгновений весны»
Татьяны Лиозновой. И так появится знаменитая молчаливая сцена Штирлица и его жены, когда сидит Штирлиц и в ресторан заходит его жена. Про самого Молодого сняли фильм «Мертвый сезон», а обменяли его на британского шпиона Гревилла Винна. Говорят, что когда Винну вернули советские деньги, конфискованные при аресте, он воскликнул: «Зачем они мне? Заберите все деньги или вообще купите мне на всю сумму черной икры». Винн был важной фигурой, он был связным еще одного перебежчика нашего, полковника Олега Пеньковского. Советские спецслужбы выходят на Пеньковского, как будто бы случайно. Они следят за всеми иностранцами подряд в Москве, естественно, и устанавливают связь жены британского дипломата с неким мужчиной. Окажется, что этот некий мужчина настойчиво предлагает британской и американской разведке свои услуги. ЦРУ получает выпуски журнала «Военная мысль». Понятно, что на засекреченный журнал сотрудники подписку не оформляли. Номера журналов передает американцам Пеньковский. Также он прячет микропленки за батареями в подъездах домов на Цветном бульваре и Новом Арбате, а еще на Большой Дмитровке. В тайнике на надгробии Сергея Есенина на Ваганьковском кладбище. Это, кстати, тоже удивительное для меня место. Надо порыться в этой истории. Как странно, да, что иностранцы постоянно будут ходить на могилу Есенина, и вот так Есенин запал в душу американцев, что просто недели не проходит, что надо обязательно посетить кладбище. Но, тем не менее, какой-то, наверное, был принцип, почему могилу эту отобрали. Однажды в парке Горького он подкидывает кулек с конфетами, в котором спрятан микрофон, в детскую коляску, пока сотрудница Ми-6 возится с ребенком. Пеньковского арестуют, прежде чем он успеет бежать, уже готовился побег, и приговорят к расстрелу. На Западе считают, что именно Пеньковский сыграл одну из решающих ролей в Карибском кризисе. Именно он передал информацию о размещении советских ракет на Кубе. Штаты отправили самолет-разведчик, который показал, что у Советского Союза намного меньше ракет, чем они предполагали, но урон от них все равно будет весомый. Размещение ракет на Кубе – это ответ на появление 15 баллистических ракет «Юпитер» американских в турецком городе Измир. Они должны были долететь до Москвы за 16 минут. У нас есть выпуск про Карибский кризис, посмотрите его, если вы еще его не видели. Хрущева это раздражает, Фидель нагнетает ситуацию, мол, готов я принести в жертву себя и кубинский народ. В общем, мы в выпуске подробно об этом рассказывали. Военные со всех сторон уже готовы бомбить друг друга. В Штатах говорят, пусть даже останется один человек на земле, главное, чтобы не коммунист. Министр обороны Роберт Макнамара признается, что не знает, доживет ли он вообще до следующих выходных. Роберт Кеннеди, брат президента, заявляет советскому послу Добрынину: ситуация вот-вот выйдет из-под контроля. На что Добрынин говорит: уберите ракеты из Турции. И в последний момент стороны приходят к соглашению, отзывают военных. Начинается период разрядки. Надо сказать, что Советский Союз к тому моменту уже испытал самую мощную бомбу в истории – царь-бомбу. Взрывная волна 3 раза огибает земной шар. Параллельно в Гренландии идет полным ходом операция «Ледяной червь». Американцы построили подземную базу, чтобы разместить там 600 ракет. Правда, через несколько лет выяснилось, что ледник поплыл. А там-то и внутри ядерный реактор, и проект заморозили. После Арктики на очереди Антарктида. Но в июне 1961 года вступает в силу договор, подписанный еще в 1959 году. Подписали его Аргентина, Австралия, Бельгия, Чили, Франция, Норвегия, Новая Зеландия, Южноафриканский Союз, Советский Союз, Великобритания и США. Согласно документу, Антарктика используется только в мирных целях. Запрещается создание военных баз и укреплений, проведение военных маневров, а также испытание любых видов оружия. Штаты, Советский Союз и Великобритания, а позже и другие страны подпишут договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, под водой, в космическом пространстве и в любой другой среде, если радиоактивные осадки могут выпасть за пределами государства, которое эти испытания производит. Теперь можно взрывать бомбы только под землей. Ядерное оружие от Советского Союза требует и Китай. Хрущев направляет специалистов и строит заводы в Китае. Однако отношения Пекина и Москвы постепенно
ухудшаются. После того, как Хрущев выступил с развенчанием культа личности Сталина, в международном коммунистическом движении начинается раскол. Мао Цзэдун хочет быть лидером, настоящим лидером мирового коммунизма. Хрущев, понятно, ему уступать не будет. Формируется еще один полюс холодной войны. Советские и китайские лидеры встречаются в Пекине в 1958-м. Мао настойчиво подчеркивает, что с помощью Советского Союза Китай будет развиваться, превратиться в крылатого тигра, но при этом открыто заявляет, что у него есть претензии к Союзу. Хрущев старается вести разговор полушутя. Ну, по-дружески, набросали репейников вы в наш огород. Ничего, мы будем в тапочках ходить. Хитрите, выгодные позиции занимаете, хотите наших советников иметь и нас еще критиковать за них. Мао упрекает, что Ленин первым социалистическую революцию совершил, а теперь вы жалуетесь, что оказались в невыгодном положении. Ну, Хрущев в своем стиле парирует. Ленин-то умер. На что Мао отвечает: умер и оставил вас разбираться. При этом Советский Союз все еще поддерживает Пекин. Гоминьдан еще в 1949 году объявил морскую блокаду Китаю, захватывает грузы, в том числе берет в плен моряков советского танкера Туапсе. Когда Хрущев высказывает свое недовольство американцам, они разводят руками и говорят: ну сами разбирайтесь с вашими китайцами. Потом об этом будет снят фильм «Чрезвычайное происшествие» с Вячеславом Тихоновым в главной роли. Картина, конечно, к реальной ситуации мало имеет отношения, но тем не менее факт пленения и уговоров перебежать на Запад отражает. Некоторые моряки вернутся домой только через 40 лет. Противостояние коммунистов и Гоминьдана обостряется, когда Китай начинает обстреливать подконтрольные Тайваню острова. Во время тайваньского кризиса 1958 года, уже второго кризиса по счету после окончания Корейской войны, Советский Союз снова на стороне Пекина. Эйзенхауэр отправляет флоты истребители, Советский Союз – истребители. Завязываются воздушные бои. Одна из ракет американских застревает в Миге, но не взрывается. Хрущев напоминает штатам, что дело обернется мировой войной. Тем не менее, Китаю не удается захватить острова. Конфликт переходит к фазе взаимных обстрелов в четные и нечетные дни. Это тоже удивительный факт. Стороны информируют друг друга о времени обстрелов и, значит, отводите типа оттуда в технику и людей вот будем обстреливать. Так продолжается до 1979 года, пока, наконец, Америка не признает Китайскую Народную Республику. В 1959-м начинается восстание за независимость в Тибете. Тогда уже 7 лет как входящим в состав Китая. Сепаратистов поддерживает Америка, Далай-лама бежит в Индию. В то же время из-за спорных территорий китайцы убивают индийских пограничников. Хрущев за это китайцев критикует. Индия тоже партнер Советского Союза. Советский Союз не может явно поддерживать одну из сторон в ущерб другой. И призывают к переговорам. Хрущев приезжает в Пекин и говорит Мао: у вас много лет были хорошие отношения с Индией. Внезапно произошел кровавый инцидент, в результате которого Неру оказался в очень сложном положении. В событиях в Тибете виноваты вы. Вы правили Тибетом. У вас там должны были быть свои разведчики, и вы должны были знать о планах и намерениях Далай-ламы. Ну и дальше, в общем, дело переходит к взаимным оскорблениям. Премьер-министр называет Хрущева оппортунистом, а Хрущев в ответ обвиняет Мао в милитаризме и экстремизме. Якобы на прощание Хрущев заявляет: не надо плеваться с высоты вашего маршальского звания. У вас слюны не хватает нас запугать. Ну, вообще, конечно, Хрущев умел вот эти вот сельские анекдоты рассказывать в большой политике. Что еще? Мао требует от Москвы поддержать его экспансию на Тайвань. В ответ на это и в ответ на другие уколы Хрущев отзывает советских специалистов из Китая и высылает из Союза китайских студентов. Начинаются провокации на советско-китайской границе. Это происходит на фоне Вьетнамской войны, которая идет с 1955 года. КНР в конфликте открыто не участвует, но снабжает вьетнамских коммунистов техникой. Мао рассчитывает, что Вьетнам пойдет на сближение с Пекином, а не с Москвой. Американцы поддерживают Южный Вьетнам. Мы об этом тоже рассказывали в отдельном выпуске про Вьетнамскую войну. В контексте противостояния соцблока и капстран нас интересует пропаганда, разведка и военная поддержка. Советский Союз, понятно, Штаты осуждает. В прессе появляются заголовки: «Осуждаем варваров», «Сурово осудить действия американских агрессоров во Вьетнаме», «Агрессоров к позорному столбу». По всему миру начинается антивоенное движение против войны во Вьетнаме. Тем временем с 1951 по 1965 год
Советский Союз предоставит Вьетнаму 130 орудий и минометов, почти 1500 пулеметов и 54 тысячи единиц стрелкового оружия. Еще раз, да, выпуск у нас длинный есть про Вьетнам. Американцы не проиграют ни одного сражения, но в итоге увязнут во Вьетнаме. И в общем, война это будет, конечно, позорной страницей в истории Америки. 22 ноября 1963 года выстрелы в Далласе обрывают жизнь Джона Кеннеди. А 14 октября 1964 года Хрущев соглашается подписать заявление о своей отставке с формулировкой «в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья». В Советском Союзе новый глава Леонид Брежнев. Он продолжает курс на мирное сосуществование. В 1964 году выходит сериал «Агенты Анкл», в котором Наполеон Соло и Илья Курякин, советский человек, советский разведчик, вместе борются с мировым злом. Потом по мотивам сериала Гай Ричи снимет фильм. В космосе начинается мирное соперничество. Сначала Алексей Леонов впервые выходит в открытый космос, а вслед за ним американский астронавт Эдвард Уайт. Вместе с тем, холодная война выходит за пределы Европы и Азии и перекидывается в Африку и Латинскую Америку. Латинская Америка – сфера влияния США. Советский Союз пытается действовать мягко, направляет делегации, культурный обмен, концерты, публикации в прессе. В целом, после Карибского кризиса Советский Союз и Соединенные Штаты Америки вошли в период разрядки. Но у Советского Союза ухудшаются отношения с Китаем, а с Израилем дипотношения и вовсе будут разорваны. Новый виток эскалации уже не за горами. Советский Союз окажется втянут в международный конфликт, в котором увязнет почти на 10 лет. Но об этом в следующей части нашего рассказа про холодную войну. Друзья, спасибо за то, что смотрите уроки истории. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. И до новых встреч!